Знаете, что меня всегда веселит и удивляет в интернете? Люди. Люди, у которых на канале ноль контента, ноль опыта, ноль пройденной жизни. Зато в твоих комментариях на твой контент они эксперты. Эксперты абсолютно всего. Тебя, твоей жизни, всего твоего творчества. И они не просто там какие-то эксперты, а прям духовные академики. Они тебе сейчас и смысл жизни объяснят, и карму заодно почистят, и расскажут, где у тебя эго застряло. То есть у человека нет роликов, нет работы, нет пути, нет вообще ничего своего. Но он сидит такой и оценивает. Оценивает твое творчество. И это прям как удивительный жанр. Не создатель своего контента, а оценщик чужой жизни. Прям профессия века. А есть еще среди них отдельный вид. Этих я вообще люблю. Это копирки с амбициями гуру. Это когда человек сам ничего не прожил, но уже строит из себя просветленного мастера. Смотрит иностранные ролики, копирует чужой контент и пересказывает его потом по-русски, при этом делая умное лицо. И вот тебе уже авторский взгляд. А люди смотрят, подписываются, а в комментариях к лживому гуру пишут «О, великий!». А великий, так-то на минуточку, просто фальшивая копия творчества какого-то человека. И знаете, что самое смешное? Что они все одинаковые. Одинаково говорят, одинаково смотрят, одинаково делают вид, будто сейчас откроют тайну Вселенной. А по факту это просто чужой контент. Только с местным дубляжом и большим количеством уверенности. И вот ты такой сделал свое собственное видео, хотел сказать что-то свое. Из жизни, из своего личного опыта, из того, что реально прожил, из того, что реально испытал. А в ответ тебе прилетает комментарий. Вы не понимаете всю глубину. И начинает рассказывать тебе, что ты уже прожил. Что ты давно уже прожил и выплюнул. Эксперты. Знаете, что меня действительно удивляет? Как легко люди надевают на себя маску учителя, когда им не нужно ничем за это отвечать, не нести какой-то ответственности. Сидишь себе такой дома, пишешь умные слова, споришь с людьми, ставишь им диагнозы, раздаешь оценки. И главное при всем при этом бесплатно. Ну или почти бесплатно. Потому что ты платишь своим временем и своим вниманием, когда читаешь комментарии каких-то пустозвонов. А по факту это никакие не гуру. Это человек, который один раз услышал где-то, когда-то умную фразу. Второй раз прочел книгу и заучил там что-то, чьи-то слова. Третий раз посмотрел чей-то чужой ролик, и теперь у него ощущение, что он уже видел изнанку всей этой реальности, всей Вселенной. Ну, конечно. Ты же 3 раза написал слово «энергия». А я смотрю на все и думаю, ну, куда же мне до вас, дорогие мои эксперты, до вашего великого пересказа чужих мыслей. А есть вообще отдельная порода людей. Гуру без опыта жизни. Это человек, который не прошел ничего в этой жизни вообще. Ничего тяжелого, но уже умеет всем все объяснить. Как правильно жить. Сам ничего не делал. Не тащил семью, не вытаскивал себя из дна, не отвечал за последствия, не держал удар. Не учился молча на своих собственных ошибках. Зато очень уверенно рассуждает про чье-то там сознание. Это как если бы официант из доставки начал читать лекцию про строительство мостов. А ты такой смотришь: да, брат, интересно. И знаете, почему люди ведутся на всю эту шнягу? На все на это.
Потому что большинство людей любит не какую-то там правду, а просто уверенный голос. Если человек говорит спокойно, с видом знающего, то половина людей уже вдруг решает: «О, это мудрец». Хотя внутри там может быть просто хорошо упакованный воздух. И самое смешное, что такие комментаторы обожают обвинять других во всем. Абсолютно во всем. Это вообще как классика, которая повторяет саму себя. Человек пришел с нулем, написал 5 строк, но уже определил, что у всех вокруг есть эго, а у него это просветление на подработке. И у них вообще схема очень простая. Ничего не создал, ничего не прожил, но уже все понял, уже все раскусил, уже все обесценил, обосрал и ушел в закат. Ушел в закат победителем. Красота. Только есть вот маленькая проблема. Жизнь не читает никаких комментариев. Жизнь просто смотрит на поступки, на твои дела, на то, как ты живешь, на то, что ты реально делаешь в этой жизни, на то, как ты держишься, когда тебе неуютно и некомфортно, а не на то, как красиво ты размахиваешь словами, причем только в интернете. И вот тут вся эта псевдодуховная публика начинает сыпаться. Потому что когда нужно что-то создать, тишина. Когда нужно что-то объяснить на своем личном опыте, просто пусто. Когда нужно просто по-человечески быть, вдруг исчезают. Исчезают в закате. Зато в комментариях они герои. Как будто им за каждый умный упрек выдают орден. Орден мастера просветления. И ладно бы они просто молчали. Но нет. Они же любят поучать всех вокруг. Это как высшая форма комедии. Человек без пути объясняет тебе путь. Человек рассказывает, как тебе правильно жить. Человек без работы объясняет тебе твое жизненное предназначение. Человек без опыта объясняет тебе, что такое просветление. Человек без контента объясняет тебе, какой контент тебе нужно делать, какой нормальный. Ну, это же интернет. А интернет – это как цирк. На минималках. И знаете, что я? Я поэтому всегда говорю просто. Если у тебя 0 жизни, но много мнений, ты никакой не мудрец. Ты просто шум. А шум, как известно, может быть громким. Но смысла в нем обычно меньше, чем в холодильнике. Ночью. Настоящий человек никого не учит и не обязан кого-то там чему-то учить. Он может просто жить. Может просто жить и получать свой личный собственный опыт, потому что только эмпирический опыт является критерием истины. Ну а интернет любит другое. Он любит тех, кто громче всех объясняет то, чего сам никогда не прожил. Чего сам никогда не понял и не ощущал, не прочувствовал на своей собственной шкуре. Вот и получаем при этом эксперты без опыта жизни, учителя, пересказывающие чужие мысли, гуру без контента и комментаторы без собственного дела, без собственного творчества. И все они мудрецы на минималках. И при этом все они очень серьезным лицом. Прям как будто смысл у жизни уже найден. Просто он пока лежит у них где-то там, в заметках. Улыбаемся и машем. И только просветленные мастера говорят:
Ну, пока вы там все комментируете, мы по жизни просто пляшем. Воин танцует, пыль под ногами. Воин танцует своими шагами. Воин танцует, смерть наблюдает. Пыль под ногами. Смерть все сметает.